Всем привет! По многочисленным 3 просьбам показываю, как вязать стример из последней рыбалки. Вяжется он очень просто. Цветовая гамма может быть любой. Я вам покажу розовое исполнение. По моим наблюдениям, розовый цвет, он больше работает весной. Розовый, желтый. Я покажу, как связать розовый цвет, так как он немножко требует большего количества материалов. Нам необходима леска. Я использую 0,28. Скручиваете леску, потом раздвигаете до ушка и обратно отпускаете. Тогда она ровненько скручивается, красиво. После чего фиксируете. Очень длинный хвостик не выпускайте, плюс-минус 1,5 сантиметра. Вот. Базу мы подготовили. Стримера обязательно проклеивайте, потому что если вы не проклеите, он потом будет тело вращаться. Про крючок. Крючок я использую вот такой. Очень мне нравится и размер, и как он себя ведет. Он морской вариант для соленой воды, поэтому я использую его, так как ловлю на море тоже. Протягиваем нашу шинель в ушко из-под лески. Шинель я использую такую. Мне нравится этот материал, так как он очень прост в монтаже. Теперь нам понадобится зафиксировать нашу конструкцию. Так как я вяжу часто, я использую проволоку. Расправляем нашу шинель. Теперь делаем обороты вокруг лески. Здесь особой натяжки не требуется. Просто в процессе оборотов расправляйте. Этот материал очень крепкий, поэтому рыба его не рвет, не обдирает. Еще один. Ну вот. Теперь, в принципе, как перо, натягиваем и начинаем прокладку. Здесь уже плотно наматываем, не так как на леске, просто чтобы прилегало. Здесь уже даем натяжку хорошую. Чем мне нравятся такие стримера, что они изготавливаются очень просто. Практически можно сделать на коленке. Этот розовый сложнее. В нем несколько материалов. Берем синтетику No Name. Буквально минимальное количество. Если вы хотите более
объемистый стример. Просто добавьте больше синтетики. Именно в эту модель. Потому что есть где Шанель не такая нежная, более плотная. Тогда не нужна синтетика. Я в конце видео покажу, где из одной Шанели делается без всяких дополнительных материалов. Берем еще одного вида Шанель. Той же фирмы, просто другой расцветки. Теперь берем их, переплетаем вместе и формируем головку. В принципе, как вы сделали хвостик, этот крепеж вам больше не нужен. Уже можно было давно его снять. Ну вот, вырисовывается рыба. С помощью геля монтируем глазки. Глаза наши на месте. Теперь использую такой лак. Теперь, чтобы придать натуральность, ставим маркером и заливаем лаком еще раз финишным. Все, наша розовая прелесть готова. Вот такая отличная рыбка весенняя будет ждать своего часа. Чем мне нравятся эти стримера, они очень просты в изготовлении. Но я вам показал сложный вариант, где два вида Шанели плюс синтетика. Есть более простые варианты. Первый вариант с глазами в виде дробинок. То есть в этом варианте использован только один материал, без всякой синтетики. Эти мухи можно вязать на коленке. Были случаи, когда заканчивали стримера. Вот этот цвет весной очень хорошо на море по морской форели работал. У меня их было мало, в принципе, сидел на камушке и на коленке связал. Вот это связано
именно так. Чтобы ее связать, нужен только один вид материала. Нитка, крючок и глаза, и все. Приятных вам поклевок, красивых походов. Пока.